помните, мы недавно делали видео про худший тур в истории кей-поп, или коротко о туре Blackpink. К слову, не может не радовать количество просмотров, но сейчас это не главное, хоть мы не ожидали, что видео настолько залетит и затриггерит многих блинков, и, если честно, такого актива мы не видели никогда. Было, кстати, довольно много адекватных комментов, одни с нами просто согласились, другие написали свое мнение адекватно, хоть и не были с нами согласны. За такое выражаем огромную благодарность. Но знаете, каково было наше удивление, когда все же большинство комментов были, мягко скажем, неадекватными, после прочтения которых нашему сценаристу захотелось вырубить интернет и уйти жить вне цивилизации. С вами Карина, и сегодня мы вам покажем некоторых особей, которые изрядно нас насмешили, и вообще обсудим всю ситуацию. К слову, чтобы быть в теме, советуем посмотреть то самое видео про тур Blackpink, ссылка вот она выскочила. И досмотрите видео до конца, это важно, а то некоторые это сделать не удосужились. Ну, а мы начинаем. Заметили общую схожесть между всеми комментами блинков. Мы не знаем, правда ли они все думают одинаково, либо они все это услышали от кого-то и теперь руководствуются только одной отмазкой, но все как один говорили что-то по типу «ты ничего не добилась» или «ты не разбираешься». Извините, конечно, но мне не обязательно быть айдолом, чтобы говорить о том, что девочки совершили ошибки в танцах. Мне не обязательно уметь лучше петь или танцевать, чтобы хоть что-то говорить о них. Давайте проведем аналогию. Если вам не понравилось какое-то блюдо, то вам не обязательно быть поваром с 5 звездами Мишлен, чтобы говорить, что оно пересолено, так ведь? Здесь то же самое. Смешно еще то, что мне не обязательно разбираться в методах приготовления блюда и во всех тонкостях, чтобы сказать, что оно невкусное. Так же, как мне не обязательно знать о всех тонкостях вокала, чтобы сказать, что они плохо пели или не пели вообще. Также многие утверждают, что Blackpink стали выступать лучше, что сейчас у них все идеально. Но специально для вас мы решили посмотреть, что же сейчас у Blackpink с туром. Давайте же посмотрим сами. Класс. Я бы не сказала, что тур выглядит прям идеально, а вставку с Дженни я, пожалуй, комментировать не буду. Каждый сделает выводы сам. Многие еблинки также винят компанию девочек во всех грехах. Ну действительно, нужно же найти виноватого, естественно, кто же, если это не YG. А то, что девочки лениво танцевали, это тоже его вина. И что девочки не пели, а лишь открывали рот, а иногда даже этого не делали. Это тоже вина компании. YG что ли должен сам выйти станцевать за них или что? Девочки по-любому знали, что у них когда-то будет камбэк и тур. Я думаю, их поставили заранее в известность. Они прям поднялись с кровати среди ночи и отправили в тур. То, что девочки растеряли свои навыки, не заходя в зал 2 года, это вина только девочек и никого больше. Или что, компания должна была их туда силой загонять? Не смешите. Если они не хотели, значит не хотели. Также еще одна распространенная причина – это не устали. Blackpink устали. Ребята, спешу вас разочаровать, но Blackpink ничем не занимались 2 года. Они ходили на показы мод,
фотосессии, снимались в дорамах, и то не все, но многие айдолы делают то же самое одновременно и со своей главной работой айдола. И если бы мне сказали, что они устали, я бы поверила. Да даже если мы предположим, что у них много работы в сфере моделинга, то даже тут нам есть что сказать. Они в первую очередь айдолы, никакие не модели и не актрисы. На первом месте должна быть эта работа, а все остальное это сольные мероприятия, которые к группе не относятся. А мы разбираем ошибки Blackpink как группы айдолов. Плюс давайте признаем, что хоряга Blackpink вообще не сложная по сравнению с теми же Twice и ITZY, чтобы прям ее было сложно выучить и отрепетировать. Даже если бы было бы недостаточно времени, можно было выйти из ситуации другим способом, что Blackpink решили не делать и пустить все на самотек, либо им полностью насрать, либо они правда думали, что у них все получится, и в итоге облажались. Блинкам правда стоит снять розовые очки и смотреть на ситуацию объективно и принять то, что Blackpink реально облажались, а не продолжать обвинять весь мир в их неудачах. Кстати, мы заметили, что из-за нашего рофла в начале видео многие оскорбились и начали писать комменты о том, что мы оскорбляли Blackpink, хотя в ролике на это даже намека не было. Научитесь различать, где говорят серьезно, а где говорят сарказмом. Вам в жизни это пригодится. Ах да, еще мы любим Blackpink, почти вся наша команда Блинки, но даже так мы не можем закрывать глаза на это и спокойно высказываем свое мнение об этой ситуации. И на это мы имеем полное право. В любом случае, на нашем канале мы можем говорить обо всем, о чем хотим. И о Blackpink, и о многих других моментах. Если вам это не нравится, просто не смотрите, а проходите мимо. Или что, не можете им вставить свои 5 копеек? Или думаете, из-за вашего определенного важного мнения мы сменим свою позицию? Не думаю, тем более, что аргументы у вас неубедительные. Еще мы заметили, что когда у блинков заканчиваются или вообще нет аргументов, они переходят на оскорбления, хотя в большинстве случаев мы до такого не опускались. Блинки сами позиционируют себя как адекватный фандом, дружный. Blackpink же учит их дружбе там и искренности. А в итоге они ведут себя хуже гопников на улице. Постоянно прикапывались к голосу нашей девочки из команды, оскорбляли нас и посылали засунуть наше мнение в одно место. А также они любители затыкать рты, если кто-то говорит не так, как им нравится. Браво, еблинки, браво! Знаете, что было самое смешное? Это то, как блинки сами между собой в комментах срались. Одни обвиняли Дженни, другие говорили, что Джису виновата, и все кидались друг на друга, готовые просто уничтожить собеседника. И это все дружелюбие блинков? Да вы даже сами оскорбляете самих девочек, а говорите, что это мы, такие плохие токсичные агрессоры. У всей нашей команды уже глаз дергается при упоминании блинков. Столько глупых комментов мы не видели никогда. Такие утверждения, как Blackpink не заставляли вас приходить на их концерт, и если он вам не понравился, то ваши проблемы. Простите, что? Люди шли на концерт Blackpink, заплатив немаленькие деньги, чтобы увидеть достойные номера и живой звук. А получили это? И вы можете сколько угодно отрицать, но я лично видела много комментариев фанатов, которые были разочарованы и хотят вернуть за это деньги. Но их никто не вернет, так же, как и никто не вернет потраченное время. Тур Blackpink – это продукт, это услуга, за которую платят деньги люди, и, естественно, люди хотят высокое качество. Вы, когда покупаете товар, тоже ожидаете, что он будет плохим? Правильно? Нет. Вот и фанаты ждали другого, нас обвинили в тугом мышлении, но на самом деле тугое мышление – это у таких блинков, как вы. Все ваши комменты пропитаны токсичностью и лицемерием. Если бы так облажалась другая группа, все бы бежали выстрачивать огромные комменты о том, как они скатились. Но когда это произошло с Blackpink, то вы приводите тысячи причин, что это не так. Хватит отрицать то, что есть на самом деле. Вы, еблинки, можете только оскорблять и высмеивать собеседников, ведь только именно так вы чувствуете свою правоту. Мы уверены, что через несколько лет вы поймаете такой же кринж со своих комментариев, как мы сейчас. Может, вам правда не позволяет ваш возраст понять всю абсурдность ваших слов, а может, есть и другая причина, точно сказать сложно. Благодаря этому ролику у многих и правда открылись глаза на ситуацию, и знаете, это хорошо, что наша аудитория не носит розовые очки и не оправдывает любую хуйню, только чтобы оправдать. Самая главная проблема Blackpink – это ее фандом, который вместо того, чтобы защищать их, только дискредитирует. Ведь не зря люди, которые не знают про кей-поп, называют фанатов тех же BTS маленькими девочками. Это все не просто так. С блинками такая же история. Большинство не хотят адекватно оценивать вещи. Им показываешь все факты в лицо, а они делают вид, что не видят их и продолжают вести свою позицию. Мы пытались и адекватно с ними вести диалог, и также дерзко отвечать, как и они. Но все в конечном счете бессмысленно. Мы уже автоматически победили, потому что еблинки опустились до личностей и оскорблений, в то время как мы в большинстве случаев себе такого не позволяли.
У них нет аргументов в защиту, поэтому они пытаются как-то задеть других. И после этого вы скажете, что Блинки дружелюбный фандом? Блинки, такой вам совет, будьте добрее и научитесь воспринимать критику нормально. Везде будут люди, которые недовольны, иногда это беспочвенно, а иногда и по делу. Научитесь различать это, и тогда, возможно, отношение всех кей-поперов к Блинкам изменится, и вас не будут называть токсичным фандомом.